однажды по службе отца отправили в один закрытый городок. Я поехала с ним, как всегда. Там все это и произошло. Проснувшись утром, я отправилась осматривать окрестности. В городе, кроме нас с отцом и еще пары семей, не было никого. Подростков моего возраста и подавно. Поэтому мне было скучно, и занять себя было нечем. Я осмотрелась. Площадка как площадка, только заросло все очень. Придется терпеть эту скуку не меньше недели, пока отца не отправят обратно. Но мне не привыкать. Через забор виднелось большое строение. И от нечего делать я решила прогуляться и осмотреть его. Конечно, отец мне настрого запретил выходить за территорию, но его куда-то вызвали, и я решила рискнуть и сгонять по-быстренькому. Оглянувшись, посмотрела, не видит ли кто меня из взрослых, и вышла за территорию. По дороге я так никого и не встретила. Вокруг было так тихо и очень красиво. Это здание было не очень далеко, поэтому мне не было страшно. Подойдя ближе, я поняла, что здание заброшено и похоже, что очень давно. Но возвращаться не хотелось, и я пошла туда, чтобы осмотреть, что же там такое. Территория здания заросла давно, но оно выглядело совсем не страшно. Похоже на больницу или госпиталь. Подойдя к главному входу здания, я решила, если двери открыты, то я просто посмотрю, что там внутри. Далеко вглубь заходить не буду. Просто удовлетворю свое любопытство. Подойдя к двери, я заглянула через стекло. Дверь легко отворилась, и я вошла внутрь. Было немного страшно, но я быстро прошла вперед, осматриваясь по сторонам, готовая, если что, бежать прочь. Внутри был полумрак, пахло сыростью и плесенью. Все было старое и облупленное. Мое любопытство было сильнее страха находиться в заброшенном здании. Что-то неведомое влекло меня вперед. Мне хотелось посмотреть, что там. Я оглянулась на входную дверь. Она ведь рядом, и в любой момент я смогу выскочить. Впереди я заметила что-то необычное. В старом инвалидном кресле сидела кукла. Я подошла поближе. Кукла была старинная. Таких уже не встретишь в современных магазинах. Мне захотелось забрать куклу с собой и получше рассмотреть ее в безопасном месте. Я схватила куклу и быстро выбежала из заброшенного здания. Остаток вечера я провела со своей новой подругой. Отца все еще не было, и я не заметила, как задремала. Проснулась я от громкого стука в дверь. «Кто это?» – подумала я. «Может, вернулся отец? Разве у него нет ключа?» Я посмотрела в окно, но кроме почтового ящика из окна ничего больше не было видно. Я потихоньку подошла к двери. «Папа?»
Но из-за двери вдруг раздался детский голос. Верни мне мою куклу! Верни мне мою куклу! Верни мне мою куклу! Верни мне мою куклу! Утром я очнулась, когда вернулся отец. Я спросила его про заброшенный госпиталь. Отец рассказал, что во время Второй мировой войны там прятались сиротские дети. Во время одного из налетов все дети погибли. Куклу я вернула на место. Для себя я поняла, что нельзя брать чужое без спроса, даже у мертвых, тем более у мертвых.